Всем привет! Мы продолжаем рассматривать советские микролитражные автомобили в масштабе 1 к 43 от производителя Deep Models. И сегодня я вам покажу пятый по счету Запорожец, и эту масштабную копию, как и предыдущие 4 модели от Deep, я покупал под конец прошлого года. На 4 предыдущих Запорожца я делал детальные видеообзоры, кому интересно, можете найти старые видеоролики на моем канале. И из всех моделей мне нравится больше последний вариант. У него очень интересная окраска и также очень много отличий от предыдущих Запорожцев. Те машины были гражданские, это, можно сказать, автомобиль на службе. Вариант связь, у машины правостороннее расположение руля и отсутствует заднее сиденье. И что касается запорожцев от Deep Models, то это вполне хорошие изделия. В плане проработки они не сильно уступают импортным аналогам от Spark, Neoscale Models. Конечно, это довольно дорогие модели, и, на мой взгляд, они были выпущены не в очень удачное время. Во-первых, рынок был насыщен продукцией из журнальных серий, и просто у людей не было достаточно денег на приобретение крохотного автомобиля за 4000 рублей. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный автомобильчик поближе. И также я вам приготовил другие почтовые машины, которые есть в моей коллекции, просто для антуража. И тут коробочка зеленого цвета с логотипом Deep Models. Это довольно компактная упаковка, и дисплей-кейс мне напоминает продукцию Spark Models. И у меня такое подозрение, что эти модели по заказу Deep как раз делала фирма Minimax. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Это изделие изготовлено в Китае. И интересное наблюдение то, что предыдущий Запорожец в синем цвете был изготовлен на Мадагаскаре. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. Тут артикул заканчивается цифрой 5, указан прототип ЗАЗ-965С, и автомобиль копирует настоящую машину 1962 года. Давайте я вам покажу, как выглядит эта масштабная копия поближе. Она очень легкая, тут корпус из полимера, нету открывающихся элементов. И посмотрел сейчас в продаже по хорошей цене, этих машин уже нет, но вполне свободно такой автомобиль можно встретить на вторичном рынке, правда, уже за более высокую стоимость. И эти модели выпущены ограниченным тиражом в 360 экземпляров, и с этими автомобилями не поставляется сертификата с уникальным порядковым номером, хотя на первых двух Запорожцах был вкладыш с фотографией настоящего прототипа. Очень красивый, насыщенный, такой салатово-зеленый цвет, вполне хорошая покраска, не залита расшивка, и в плане покраски и сборки мне этот экземпляр понравился больше, чем предыдущие модели. И также этот автомобильчик выглядит очень эффектно на фоне своих собратьев. Тут отдельные дверные ручки, они сделаны в хроме, также на дверцах есть небольшие логотипы, правда не смог понять, что здесь изображено. Скорее всего, отбойный молоток или какой-то разводной ключ и огромный молот. Возможно, что-то другое. Напишите в комментариях, кто знает точнее. Заднее остекление отсутствует, стоят заглушки, и на них написана «Связь». Также тут хорошо получилось сымитировать вентиляционные отверстия для двигателя. Если вы посмотрите на оформление задней части, то тут установили желтый регистрационный номерной знак, он смотрится вполне реалистично, хотя наклеен не очень аккуратно. Очень симпатичные задние фонари, хотя их можно было сделать и из прозрачного пластика, но это вполне нормальное явление для моделей того периода. Например, у старых моделей от Neo, от Spark тоже похожие задние фонари. Качество хрома здесь вполне приличное, отсутствуют потертости, также хром не слезает от малейшего прикосновения, как, например, на изделиях из журнальной серии. И также можно посмотреть, как тут реализовано рабочее место водителя. Окрашено рулевое колесо, наклеена небольшая декаль, имитирующая различные приборы, окрашены сиденья. Повторюсь, на этом варианте нету заднего сиденья, там просто полочка для перевозки различного багажа.
И также, если вы посмотрите, то тут лучше получилось напольное покрытие, чем на предыдущей модели ZAZ Ялта, которую я вам показывал несколько недель назад. И из-за того, что здесь пол черного цвета, то в глаза не бросается стенка, которая была на предыдущей модели. И, конечно, салон у этого запорожца сделан, на мой взгляд, не совсем достоверно, но, тем не менее, если поставить модель на дальнюю полку и не заглядывать в салон, то, я думаю, эта недоработка будет попросту не замечена. Хорошо смотрится передняя часть. Тут также есть небольшая надпись «Запорожец». На крышке багажника наклеили красную звезду. Вполне хорошая светотехника, отсутствуют черные точки. Правда, на фарах тут я не заметил рассеивателей, и можно было светотехнику сделать чуть лучше, это добавило бы больше реализму. И проблема, как и на других запорожцах, это слишком высокая посадка автомобиля и широкая колея, и колеса тут выпирают за колесную арку и за пределы бампера, и по-хорошему нужно как-то подтачивать ось, делать колею уже и немножко делать ниже клиренс автомобиля. Но вполне хорошие колесные диски, за исключением покрышек. Покрышки установлены не очень аккуратно. Если вы посмотрите на водительское колесо, то тут покрышка в форме восьмерки. И я думаю, можно подобрать резину Mi-16 от Maestro Models. Возможно, она подходит по диаметру. И я думаю, впоследствии на этих моделях я поставлю доработанные покрышки, потому что эта резина на всех запорожцах, на мой взгляд, не очень удачна. Проработка днища здесь очень примитивна. Нету смысла откручивать модель от подставки. И я думаю, проработка нижней части лучше получилась на моделях из журнальной серии. Во всяком случае, там выглядит дно более правдоподобно. Хотя тоже в журнальных сериях встречаются различные казусы. Например, на более современном запорожце зачем-то изготовили карданный вал. И давайте для сравнения вам покажу еще один запорожец, только от производителя наш Автопром. И эту модель в свое время я покупал, по-моему, за 250 рублей. Точно такой же вариант выходил и в рамках журнальных серий. Стоил он чуть дороже. И преимущество модели от Напа в том, что у нее окрашена плашка салона. И также тут довольно симпатичный цвет. Хотя конкретно этот экземпляр не самый удачный в плане сборки. Тут есть и очень некрасивое пятно клея на самом видном месте. Неаккуратно установлено стеклоочиститель. Также криво стоит зеркало заднего вида. И одна из доработок, которую я делал на этой модели, это окрасил выхлопную трубу серебристой краской. И как раз вы тут можете видеть, есть что-то похожее на карданный вал. Возможно, это что-то другое. Но, повторюсь, в журнальной серии встречаются такие казусы. А так, за свою цену это вполне хорошее и сносное изделие. Если, например, у вас не хватает денег на продукцию Deep Models, вы можете смело купить такой запорожец и поставить на полку. И сложно сказать, была ли аналогичная модель в варианте «Связь» в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР». Что-то мне на фотографиях попадалось в интернете, возможно, это конверсия. Напишите в комментариях, кто знает точнее, потому что после 100-го выпуска за журнальной серией я особо не следил. И давайте покажу вам еще почтовые автомобили от Deep Models. Например, одна из свежих новинок – это ZIL-130 в варианте «Связь». Тоже очень красивая масштабная копия. И если поставить два автомобиля рядом на полку, они очень гармонично будут смотреться друг с другом. Насчет ZIL я тоже уже высказывался, есть некоторые замечания, это и пятнышки клея, но в целом довольно аккуратная сборка, и с современной продукцией Deep Models как повезет. Бывают хорошие модели без изъянов, бывают откровенно бракованные изделия. И давайте покажу вам самый последний грузовик, это почтовый фургон.
тоже очень красивая масштабная копия. Этот грузовичок я покупал несколько лет назад за вполне адекватную сумму. И когда я покупал этот грузовик, также до кучи взял еще вариант автоцистерны молоко. И на все эти модели я тоже делал раньше детальные видеообзоры. Вот такая небольшая коллекция моих почтовых автомобилей, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. И пишите ваши комментарии. Понравился ли вам данный Запорожец? Что вы думаете о легковых автомобилях в коробочках Deep Models? Хотите ли вы увидеть еще советскую технику в 43-м масштабе на моем канале? Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, жмите на колокольчик, заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.